Ассаламу алейкум, sen misiniz? Sen Где misiniz, обещанные Сталик? манты? Сейчас будут. Мы будем их делать с вами вместе. Сейчас приготовим, да? Да, сейчас Сейчас приготовим поедим. манты с уткой. Рассказать вам одну старую узбекскую сказку. Конечно. Ну, Хаджа Насреддин вообще герой многих народов, не только узбекских, да? И нашего в том числе. Значит, он приходит однажды домой, ну, чуть-чуть навеселе, пинает дверь ногами и говорит жене: «Эй, жена, давай плов готовь, буду плов кушать». А жена говорит: «Аллах бирса приготовим, Аллах бирса покушаете». А он говорит: «Чё Аллах бирса, чё Аллах бирса? Аллах бирса, Аллах бирмаса. У меня все есть, мясо есть, рис есть, сейчас буду плов кушать». Угу. Жена опять что-то попыталась сказать, он на нее рукой замахнулся, и жена поняла, что лучше с мужем сейчас не связываться. Пошла на кухню, стала готовить плов, и вот осталось 5 минут до полного приготовления плова, до готовности. Хаджа руки помыл, сел за стол и ждет, когда ему дадут плов. В этот момент двери выбивают руками и ногами, не знаю чем еще. Заскакивают слуги хана. Ему кляп в рот, не дают ни слова сказать. Руки за спину и уводят. И вот сидит Хаджа Насреддин в Зиндане, значит, в подземной тюрьме. Уже дней 40. Уже ноябрь, уже снег идет. Редкие желтые листья залетают к нему в этот Зиндан. Грустно ему, обидно. Ничего не сделал плохого, его туда посадили. Он сидит и плачет. В этот момент хану скучно стало. Понимаете ли, телевизор не работает, радио нет, интернета нет. Хан взял фонарик и пошел посмотреть, кто у него в Зинданах сидит. Крышку одного Зиндана открыл. Говорит: «А, вы воришки все, так вам и надо. Вот сидите здесь, пока не исправитесь». Другой Зиндан открывает. Говорит: «Вы должники, но долги верните, и вас отпустят». Третий Зиндан открывает, говорит: «Вы убийцы, разбойники, вас никогда не отпустят. Вам вообще голову надо отрубить, но пока здесь сидите». Доходит он до Зиндана, где сидит наш бедный Хаджа Насреддин. Он Зиндан открывает, смотрит, говорит: уважаемые, вы как сюда попали? Хаджа Насреддин говорит: я ничего не сделал. Пришли, вот рот заткнули, сюда привели, бросили. Вот уже сижу без суда, без следствия сколько дней. Хан ему подает руку. Говорит: поднимайтесь, поднимайтесь. Не плачьте, не плачьте, не обижайтесь. Иногда ошибки случаются. Вот вам мой халат, вот кошелек, здесь несколько золотых монеток. Идите к своей жене. Не плачьте, не обижайтесь. И вот он идет, а уже 12 часов ночи. Понимаете? Уже очень поздно. Приходит он домой, стучит в двери. Жена спрашивает: «Кимбо?» Он говорит: «Жена, Аллах бирса, это я, ваш муж». Очень поучительный. Так что Аллах бирса, притча. манты покушаем. Аллах бирса, да. У меня не очень хорошо получается мясо резать. Точнее, утиная грудка. Слушайте, я из утиной грудки очень люблю готовить шашлык. Это самый вкусный шашлык, который я только знаю, из утиной грудки. Утиная грудка и ананас вместе готовятся, получается сногсшибательный шашлык. Но чтобы из утиной грудки готовили манты, утиная грудка, мне кажется, чуть дороже, чем баранина даже стоит. Это какая-то роскошь. Скажите, пожалуйста, это правда народное блюдо? Или вы просто меня как гостя решили побаловать? Расскажите.
Ну, конечно, нам хотелось бы сказать, что мы хотим вас как гости в первую очередь побаловать. Но в то же время хочу сказать, что это действительно народное блюдо, потому что выращивание утки принято у нас. То есть в каждом дворе обязательно выращивается утиное стадо. Почему стадо? Потому что это не одна утка, да, это также гуси. И по осени это коз и мясо собирается, когда собирают всех родственников. Мужской коллектив помогает забивать, а женский коллектив ощипывает уточку и Слушайте, и ну мы гуся. с вами уже сколько вместе готовим. Мы же тоже имеем право назвать себя друг друга родственниками, да? Конечно. Да, значит, вы для меня, как для родного, решили именно из утиной грудки приготовить. Рахмет, рахмет. Затем. Хотел спросить у вас, вот тесто замечательное получилось. Какие ингредиенты в тесто на манты вы кладете? Яйцо 3 штуки, да? 3 штуки? 3 штуки кладу, да. Можно просто на желтке, но в данном случае на яйце. Мука, соль и немного растительного масла. Растительное масло кладете в тесто? Немного, да. Проверим. Вообще манты дело очень хлопотное, Сталик, поэтому и это дело все-таки мужское, особенно лепить манты. С вашего разрешения я приглашу свою подругу. Симпатичное? Да, очень. Ну, зовите. Ульфия, помоги мне, пожалуйста. Помоги мне замешать. Пока смажу. Спросить хотел, какого размера примерно вы манты делаете? Вот если тесто будет вот такое с ладошку, это достаточно? А? Этого достаточно. Ну, то есть не Манты- крупные манты Да, делаете? манты должны быть достаточно не крупными, даже мелкими. И сколько вы их будете варить? 40-45 минут. Даже на дровах? Да? На дровах, я думаю, минут 50 у нас с вами уйдет. Ух А ты, вообще на пару это 40-45 минут. хорошо. Смотрите, сколько фарша. Таких решеток еще, может быть, 2 или 3 получится. Давайте эти уже поставим, приготовим как можно скорее. А мне не терпится. Хорошо? Хорошо. Давайте. Крышку снимите, пожалуйста. Сниму крышечку. Ох, вода кипит хорошо. Я точно знаю самый главный секрет мантов. Самый главный секрет мантов, чтобы вода сильно бурлила. Прям, чтобы кипела как следует. Смотрите, как огонь горит. Посмотрите, как огонь горит. А? О, вот что значит печка. Скажите, пожалуйста, вот начинка особая, это утка. Сколько минут будет готовиться? 45 минут. Ну, за 45 минут мы еще столько мантов налепим. Абсолютно верно. Одна из самых дорогих для меня книг является книга «Плов». Книга «Плов. Кулинарные исследования». Почему же у этой книги такое название? Дело в том, что плов – это не одно единственное блюдо. Дело в том, что плов – это способ употребления различных продуктов вместе с рисом. И здесь рассказывается о плове буквально все. Только книгу эту следует открывать не вот так и держать на столе вот так, а вот так. То есть мы ее кладем, можем поставить где-то у стеночки, и она будет занимать в 2 раза меньше места на кухонном столе. Ну и посмотрите, какая это книга. Очень много красивых, интересных фотографий. И опять-таки здесь используются значки, пиктограммы. И подробно объяснено, каким должен быть нагрев под казаном, какой формы должно быть пламя, насколько сильное должно быть это пламя. Все это сделано для того, чтобы у вас плов наконец перестал пригорать, чтобы плов наконец-то получился рассыпчатым. Очень подробные фотографии, очень подробное объяснение не просто каких-то рецептов, а технологий, о том, как это делается вообще. Ну, вот, например, раздельный плов – это просто база для азербайджанского плова. И дальше начинаются какие-то азербайджанские пловы с подробным рассказом о продуктах, которые понадобятся для такого рода пловов.
разумеется, здесь очень много и узбекских видов плова. И начинается все просто с базы. Плов без масла, без жира не готовят. Вот какое масло выбрать, как выбрать жир, до какой степени нагревать, как следует резать лук для плова, в каких случаях какой формы должен быть лук, как его жарить, этот лук. Вот видите, целая глава, которая называется «Как жарить лук». Точно так же про морковь, точно так же про мясо. Что вперед, мясо или лук? И, наконец, про рис. Как выбрать рис для плова? Какой рис для какого вида плова подходит больше? 3 главы, начиная от ученика, дальше заканчивается, значит, там мастер продолжает. И 3 глава – это, так скажем, профессор. Это человек, который способен импровизировать с пловом, который способен создавать новые рецепты плова. В итоге вы станете настоящим мастером, непревзойденным мастером приготовления плова. Книга «Плов. Кулинарное исследование» продается только в моем интернет-магазине stalik.ru. Эксклюзивно. Но зато вы можете заказать эту книгу с автографом. В нашем магазине постоянно проходят какие-то акции, действуют какие-то скидки. И, например, можно купить 2 вот такие книги, а 3 получить бесплатно. Одним словом, приходите. Мы вам поможем сделать правильный выбор, и вы получите отменный подарок. Итого, ровно 45 минут. Открываем, Открываем. проверяем. Горячо, горячо. Ай, донесу. Не ошпарится бы. Донесу. Знаете, манты-то я, слава богу, не первый раз готовлю, да? И как проверять манты, готовы ли они или не готовы? Вот трогайте пальцами, тесто не липнет к рукам. Все, готово. Готово, Да. И прежде чем их доставать, если не хотите, чтобы они у вас полопались, порвались, надо сначала проветрить, чтобы чуть-чуть остыли. Вот так вот, такой вентилятор у нас есть. Так вот, поработайте. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Смотрите, какие манты. Ух, горячо. Какая прелесть. Смотрите, и все до одного целенькие. До чего тесто хорошее, до чего тесто правильное. Бывает же так, что пытаешься снять их из мантычницы, а они рвутся, лопаются, и весь сок вытекает. А наши зрители хотят посмотреть, какие же получились у нас манты. Их не волнует рецепт, их не волнует совет. Совет попробовать что-то новое. Например, приготовить манты вот не с бараниной, не с говядиной, не с каким-то другим мясом, а именно с уткой. Попробуйте. Раз в Татарстане это кушают, значит, это вкусно. Аромат, наверное, Вот это- камера жалко не передает просто. Вот это что я Обалденно. себе возьму. Я сейчас буду снимать пробу и показывать, что там внутри. Потому что не все верят в наше счастье. Гора мантов, гора. И это только первая мантышница. А у нас там еще стоит вторая. Но вторая стоит не на дровяном очаге, не на плите, а на электрической плиточке. Ну что поделать? Ну что, пробуем? Дорогая Эдза, я такие манты пробую в первый раз. И имею право загадать желание. Я от всей души желаю и вам, и нашим зрителям больших успехов. И чтобы они не пропустили следующий выпуск про фаршированную татарскую утку. Тутурган. Вот что вас ждет в недалеком будущем. Ну а пока что мне приятного аппетита.
Thank